Рукавчики пришили, припуск заутюжили на сторону рукава, и осталось нам доработать борта, то есть доработать полузанос и обработать и подшить низ. Можно, конечно, обработать оверлоком и сделать одну подгибку. Это может быть подгибка на строчку оверлочную, это может быть подгибка на 1,5, 2, 3 сантиметра, может быть двойная подгибка, то есть как вы хотите. Что буду делать я? Смотрите, для начала, я вот так вот раскладываю, для начала я делаю подгибку, вот это у меня борт идет, подгибку на изнаночную сторону 1 сантиметр по борту. Далее я подгибаю вот таким образом, то есть уже на лицевую сторону, лицом к лицу, на 2 сантиметра. И таким образом я прикалываю, чтобы не убежала. Теперь мы должны с вами определиться, какая у нас будет подгибка по низу. От нижнего среза вверх поднимаюсь на 3 сантиметра. Вот так скалываю. Здесь строчу, застрачиваю вот так прямой строчкой. Можно туда-сюда сделать как закрепочную. И то же самое я делаю с другой стороны. То есть вот так делаю подгибку на 1 сантиметр. Переворачиваю на лицевую сторону. Вот так делаю подгибку 2 сантиметра. И также от нижнего среза вверх откладываю 3 сантиметра. Это если у меня будет подгибка 2 сантиметра, то я откладываю 3. Так, вот она моя. 3 сантиметра мои. Так. И строчу точно так же здесь. Сейчас застрочу и уже покажу, что делаю дальше. Вот так я прострочила. Смотрите, да, вот он мой уголочек. То есть вот это подол у меня. Вот он подол, а это полузанос. Теперь нам нужно лишнее срезать. Я оставляю примерно до 0,5, не меньше, то есть не больше. Я оставляю примерно 0,5, вот так срезаю. А эту часть я срезаю, смотрите, вот у меня подгибка, вот она, на 1 сантиметр. И практически на уровне этой подгибки, чуть-чуть еще, буквально 0,5 вот сюда отступив. То есть я срезаю вот так максимально, вот таким образом, полукругом. Таким образом у нас не будет утолщения в этом месте и будет удобнее делать подгибку низа. Выворачиваю этот уголочек. Далее у меня уже есть уровень, как я буду делать подгибку низа. Можно, кстати, проклеить паутинкой, но вот здесь, где у меня уголочек, да, сейчас я булавочки возьму. Так, начинаю я именно с этого места. Вообще можно, наверное, чуть подальше вот так. Я делаю подгибку до 1 сантиметра. То есть одну подгибку до 1 сантиметра, вторую подгибку у меня идет 2 сантиметра. Вот так скалываю булавочкой. А дальше у меня вот здесь идет уже под полузанос. Также я там скалываю булавочкой пока. Теперь я строчу, то есть я полностью сейчас прикалываю уже подол. Вот эти вот уголочки, кстати, можно срезать, опять же, чтобы не было утолщения. Здесь и здесь. Прям вот уголочек берем и срезаем. И после этого, то есть я прошиваю полностью подол, и после этого у нас уже есть вот здесь подгибка в 1 сантиметр. И полузанос в 2 сантиметра. То есть мы сейчас, после того, как мы пристрочим низ, можем уже прострочить полузанос. И остается нам только придумать застежки. Возможно, у меня будут кнопки, я уже говорила. Возможно, вы захотите сделать петельки и пуговки. Ну и я сейчас уже за кадром все это доделаю и покажу вам готовое изделие.